Приветствуем вас на канале Раиса Гриченко «Дача, сад, огород, цветы». Всем здравия! Здравия в теле, здравия в уме, здравия в вашей светлой душе. Солнечного весеннего настроения, которое всегда дает огромный энергетический толчок к началу новой жизни. Жизни природы, жизни Земли, жизни самого человека. И чтобы эта жизнь была оптимистичной, радостной, нам нужно создать основательный фундамент еще вчера, конечно, но не поздно еще сегодня, потому что пока только единицы очень мудрых огородников сделали первые посевы семян овощей и цветов на рассаду. Основная же масса земледельцев на своих огородах, на дачах только готовится к посевной. Среди этой основной массы пока же, снова же по нашим исследованиям, треть от этой массы, которая у нас подписчики, зрители, это начинающие огородники. Как никогда их очень много именно уже во второй половине 21-го, и сейчас вот начинается снова движение, и много новичков есть. Есть в нашей почте вот такое сообщение. Принцип, их несколько таких, но вот это как будто бы вбирает вот эти все вопросы. Вот это сообщение. В интернете так много разной информации о выращивании рассады. Насмотрелись мы с мужем так, что аж мозг закипел. С семенами мы уже определились, а вот какой грунт нужен для выращивания рассады? Этот вопрос набрал самую высокую температуру накала в нашей семье. Расскажите, что нельзя использовать для посадки семян на рассаду? Очень хорошо, что в первую половину января наши новые коллеги по труду на земле решили разобраться в этом важном вопросе, а не в феврале, как это было в прошлом, 2021 году. Фотографии погибающих нежных росточков в личных сообщениях в наших группах в соцсетях, печальные рассказы о результате гибели рассады до сих пор у меня находятся в архиве. И на основании прошлогодних ошибок мы сегодня разберем эту тему. Ну и просьба есть как раз именно по этому вопросу. На первом месте в 2021 году была проблема с покупными в красочных пакетах торфяными смесями, с торфом и даже предлагаемой готовой почвосмесью для выращивания рассады. Мы тоже видим на рынке их очень много различных этих пакетов, яркие, красочные, прямо притягивает к себе. Но так как мы прошли в своей жизни опыт выращивания рассады в смесях из пакетов разных фирм, то можем ответить и на эти вопросы. Самая большая проблема пакетных вот этих красочных пакетов и в них составляющих различных грунтов, почву грунтов в том, что там часто используется кислый торф, непереработанный низинный торф. Казалось бы, семена проклюнулись, и начался рост нежного корешка в так называемый грунт, по-другому это не назовешь, а там ядовитая кислая среда. Нежные росточки, дружно начав тянуться к свету, вдруг начинают желтеть и засыхают, и погибают. Нам тогда часто писали в прошлом году вот наши начинающие коллеги: помогите, спасите, может чем-то полить, и они оживут. К сожалению, не оживут, и ничего погибшим росткам уже не поможет. К сожалению, снова же те, кто пакует такой торф, не думает о тех, кто им будет пользоваться. Часто им вообще не интересна эта информация. У них важно в сезон в красивых пакетах продать как можно больше чего-то доступного из природных ресурсов. Фасуют все подряд. Однажды в нескольких пакетах мы обнаружили вот такой интересный осадочный материал из поймы реки. Это из нашего опыта.
Несколько пакетов таких было у нас. Даже взрослым растениям небольшое количество такого грунта не понравилось. Мы попробовали вначале на взрослых растениях. Они приостановили свое развитие, листики стали бледнеть. Оказывается, горе-бизнесмены, думающие только о сиюминутной выгоде, доставали из дна небольшой речушки все то, что смывалось дождями из полей, и фермерских, и коллективных, причем это делалось десятками лет. А там много лет выращивали подсолнечник, при выращивании которого используется большое количество гербицидов. Были рядом и поля с овощами, где также в изобилии использовались химические фунгициды, инсектициды и те же гербициды, чтобы без вмешательства человеческого труда по интенсивной технологии получать большие урожаи овощей. Весь букет этой химии, и не только, там еще и другие были химические элементы, и вот это все попадало в почвенную воду, в воду речки, и это все оседало на дно. И вот это бизнесмены какие-то придумали, наняли вот специально техника и начали выбирать со дна. Нам даже удалось увидеть, мы как-то ехали и увидели за этим делом этих людей. Но ничего не сделаешь. Мы должны сами разбираться и понимать ситуацию. Так вот, выбирая вот это со дна, они высушивали, а затем фасовали в красочные пакеты и отправляли именно в сам горячий сезон торговую сеть эти пакеты. Сегодня ситуация с горе-бизнесменами не изменилась. Кстати, вот это с пакетами у нас было в 2014 году. Вот такая ситуация. Сегодня ситуация еще более сложнее. Как грибы после дождя растут и растут в сезон вот эти снова же какие-то фирмы, которые фасуют и фасуют вот эту землю. А этот сезон сейчас наступает, горячее время. Поэтому мы перешли к такому решению этой задачи. Чтобы не попасться на такие проблемные пакеты, мы уже не покупаем, мы ушли от этих пакетов, потому что мы получили отрицательный результат. Что можно сделать тем, кто начинает, у кого еще нету земли? Нужно купить не хотя бы один пакет разной фирмы, изучить состав, открыть и проверить на кислотность содержимое пакета. Как это сделать? Конечно же, нет возможности отправить в лабораторию, это огромные суммы денег. Поэтому нужно просто-напросто самому сделать такой простой отбор. Возьмите небольшую часть из пакета. Мы как делаем пол-литровую баночку вот этого так называемого грунта или торфа. Засыпаем вот эту пол-литровую баночку, или можно даже сразу половина литровой баночки взять торфа, добавить сюда воды, так, чтобы можно перемешать, где-то здесь 400 мл будет воды, перемешайте и добавьте туда 1 столовую ложку обычной пищевой соды и начинайте перемешивать. И вот увидите, мы были ошарашены. Начинается реакция, начинает шипеть, как газированная вода. Если зашумело в баночке, хотя бы немного эти пузырьки пошли, созданная субстанция, эта субстанция кислая, это кислый торф, кислая почва. Это в таких случаях просто-напросто получается такая ситуация, что сода начинает гасить кислоту. Поэтому эта реакция получается. Это торф или почва-смесь кислые. Они не подходят для выращивания рассады. Нам нужна нейтральная pH для выращивания рассады. Один из таких огородников, проверив так свой торф и увидев бурную реакцию банки, предложил нейтрализовать весь пакет пачкой соды и затем в этот грунт посеять семена. Это у нас была история с прошлого года. Он точно так сделал, увидел реакцию и говорит: давайте я так сделаю.
Ну и предвижу снова такой же путь некоторых новичков. Прошу вас, не делайте этого. Почему? В кислом торфе почти нет живых микроорганизмов, необходимых для развития корневой системы растения. А сода – это щелочь, другая крайность. Там кислота, а здесь щелочь. И она тоже, в свою очередь, выполнит задачу уничтожения того небольшого количества живых помощников, которые есть в земле. Получается мертвая, ядовитая почва, и она не даст жизни растению. Что же делать, если не заготовили садовую или дерновую землю заранее? Если еще погода позволяет, а еще будут такие своеобразные окна теплые, это бывает, можно просто-напросто в саду пойти и найти вот такой кусочек, выделить, где можно собрать верхний слой земли. Соберите под деревьями, там, где листья есть, вот этот верхний слой 5 сантиметров грунта. И просейте через овощные ящички. Ну, овощные вот эти пластиковые ящички, они везде, по-моему, сейчас есть. Может, другие какие-то есть такие сеточки, через которые вы можете пересеять эту землю. Вот, нужно выбирать самые маленькие отверстия. И затем вот этот пересеянный грунт занесите в теплое место и пролейте раствором, как вы думаете, чего? Фитоспорина. Простого обычного пастофитоспорин. Это самый легкий и простой способ сэкономить финансы и получить здоровый грунт. Только не проливайте кипятком и не заливайте грунт марганцовкой, не выжаривайте эту землю. Мы так тоже пробовали, выжаривали на открытом грунте, расставили металл, зажигали этот огонь. Там ничего живого не осталось, просто мы прошли это все. Вы загубите такими действиями тех живых жителей почвы, которые помогают постоянно корням растений расти, питаться. Мы в последние годы с осени садовый грунт и дерновую землю из лесопосадки с осени проливаем раствором с триходермином. Это еще один вариант. Возможно, у вас есть тоже такая возможность. Результат отличный. Триходермин оздоравливает почву, уничтожает споры грибов, корневых гнилей, различных личинок. Если нет триходермина, используйте фитоспорин. Все равно что-то из этого есть. Сенная палочка – это трудяга, которая также оздоравливает почву и уничтожает споры грибковых заболеваний. В пасте фитоспорина есть и подкормка для рассадных растений. Только не делайте это с почвой в день посева. Уже сейчас займитесь подготовкой почвы, чтобы наши невидимые помощники, также сенные палочки и полезный почвенный гриб триходермы успели подготовить грунт к нашим посевам в феврале. Уже все, праздники практически завершились, пора приниматься за работу. И еще буквально несколько минут вашего внимания, чтобы завершить ответ на вопрос, который был поставлен в начале видео. Что все-таки нельзя использовать для выращивания рассады? Не используйте для приготовления, кроме названного кислого торфа, низинного торфа, не используйте для рассады, для приготовления почвогрунта для рассады морской песок. Морской песок соленый мы проверили, и растения то же самое, как и при кислой почве, то же самое погибают маленькие нежные растения. Также не подходит для того, чтобы использовать и для проращивания, для приготовления почвогрунта строительный песок. Очень часто там много глины, глей так называемый. А глина губительна также для растений. Глина, естественно, не дает воздуху проникать к корням, вода туда не проникает. Это тоже проблема серьезная. Еще обратите внимание, не используйте, пожалуйста, свежие древесные стружки. Не используйте солому, не используйте сенную труху. Почвенные бактерии, разлагая свежие древесину, солому, сено, очень активно
поглощают азот, лишая питания растения. Снова начинается пожелтение, засыхание и гибель маленьких нежных растений. А ведь это юные души, которые ждут жизни от нас. Есть еще один элемент, который неопытные огородники используют часто, что наслышаны, вот свежий навоз или куриный помет, это просто от всего и для всего очень хорошо. Мы тоже когда-то это проходили, и хочу вам такую сделать подсказочку, пожалуйста. Помните, основными элементами свежего навоза являются азот, метан и калий. При соединении с почвой свежий навоз начинает выделять газы, а вместе с ними и тепло, которые негативно влияют на корни растений, наших рассадных растений. И тоже это приводит к гибели. Ну и некоторые из-за неимения ничего говорят мне, кто-то написал, а можно ли глину использовать? Глину тоже не используйте. Она не пропускает воздух и быстро пересыхает. Опять же, такая же проблема возникает для растения. Недостаток питания, вода не проникает и нет доступа воздуха. Доступа воздуха, который очень нужен для дыхания всех клеточек растений. Вот такая сегодня очень важная и интересная тема. Мы постарались ответить на вопросы, которые были поставлены еще и в прошлом году. Я конкретно каждому отвечала. По мере возможности мы разбирали ситуацию. И вот эти ситуации повторялись очень часто в феврале и первая половина марта 2022 года. Время есть. И сегодня можно подготовиться, найти способ для того, чтобы для небольшого количества рассадных растений семена нужно брать хорошие и хорошо готовить фундамент для урожая. Вот и подошел сегодняшний выпуск к завершению. Авторы канала Раиса Греченко, Александр Волик прощаются с вами до следующего видео. До новой встречи на нашем канале. Будьте все здоровы, удачной подготовки вам к новому сезону, удачного начала этого сезона. Ждем ваши новые вопросы, комментарии, суждения. Мы всегда им рады. Удачи вам во всех ваших делах. Пора уже завершать праздники, пора браться за посевную. Удачи вам! Пока-пока!